Что скрытое откроет вам глаза. Общий расклад Таро на тайны, о которых вы, возможно, чувствуете, догадываетесь, предчувствуете. Или есть неочевидные вещи или ситуации в вашей жизни, которые вы до конца не осознаете и хотите понять, что за этим стоит в любой из сфер вашей жизни. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию. Это общий расклад Таро для мужчин и для женщин, и мы начнем. Всего будет 12 ситуаций, и вы можете прослушать ситуации от начала до конца. А можете выбрать комбинации, привязываясь или не привязываясь к тем или иным знакам зодиака. Причем знаки зодиака могут быть как ваши, так и загаданного человека, или, может быть, это стихия по знакам зодиака, которым вы уделяете особое значение в своей жизни. Знаки зодиака будут в случайном порядке сегодня. Что скрытое откроет вам глаза? Что скрытое откроет глаза и на что откроет глаза? Очень важно. Итак, здесь получается 10 карт, и нам еще нужно 2 карты добавить. Сейчас мы их добавим. Итак, вы можете выбирать по картам, да, которые у меня на столе. Ну и мы будем смотреть слева направо. Так, что скрытое откроет вам глаза и на что главное? Что скрытое откроет вам глаза? 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 Итак, уверен, что вы определились с позицией. Но у нас еще есть и знаки зодиака, которые мы сейчас с вами раскидаем, да, хаотично, не перемешанные. Так, и за счет того, что я их выбрасываю. Итак, ну что ж, начнем. Начнем с первого, что скрытое откроет вам глаза. Особенно актуально для весов, знака зодиака весы или воздушных стихий. Давайте смотреть весы. Скрыто от вас право на применение своей силы. То есть, ну, как минимум, здесь, если с точки зрения психологии, вы себя, свои возможности недооцениваете, да? То есть уже скрыты у вас возможности. Скрыты, возможно, какие-то таланты. Ваша самооценка может быть скрыта. То есть все-таки корона есть. Ну и вообще скрыто право. Ведь весы – это закон. И право на, допустим, выбор. Право там что-то по закону вам, да. Дальше смотрим. И вот это скрытое, которое вам откроет глаза, оно будет открываться с помощью гадания, предвидения, ясновидения. Возможно, у вас скрыта еще энергия ваша, которая связана с миром магии и эзотерики. Вот это тоже может быть здесь. То есть, как минимум, либо вы не видите своего права и энергии, и эта энергия может и право вам открыться с помощью карт Таро, гадания, ясновидения, эзотерики. И может быть это ваше, ну, ваш дар какой-то, да, ясновидения или умение оперировать своими энергиями. На что откроются глаза у вас? А глаза у вас откроются на способ очищения от негативных энергий, на способ открытия своих качеств, способностей, в том числе магического характера, на способ очищения. Восковая отливка – это у вас откроются глаза на то, как снять с себя негатив, с кого-то негатив, и воспользоваться своим правом и своими энергетическими качествами на применение своей магической силы или правом воспользоваться магическими и эзотерическими силами. Ну вот такой вот. На это у вас откроются глаза. Ну, как минимум, на магические обряды и ритуалы и по открытию себя или
своих путей или энергии постороннего человека. Ну вот что-то с этим пойдет у вас очень скоро, да, такой прогнозик. Хорошо. Интересно, даже свеча начала чадить, да? А мы переходим к второму моменту. Водолей. Смотрите, у нас сегодня воздушные знаки, да, они очень близки друг к другу. То есть что-то понимать начнете. Водолеи. У вас скрыто посвящение. То есть вас посвятят во что-то. Может быть, это будет какой-то условный обряд инициации. Но это не обязательно какая-то магия, мистика, да? Это может быть просто вы войдете в какую-то другую реальность. Может быть, перейдете из одного отдела в другой отдел. С одной работы на другую работу. Из одной страны в другую. То есть у вас будет обряд инициации и посвящения. Вы этот обряд инициации и посвящения пока не видите, не знаете. Ну, может быть, стоите на пороге. И он будет, скорее всего, какой-то тайный, волшебный. И вам интуиция подсказывает, что вам нужно открывать эту дверь в новую реальность. Да? Возможно, появится какой-то проводник, или это будет проведено с помощью аватара какого-то, фамильяра. Как минимум, вам откроется скрытый обряд, ритуал посвящения. То есть вы тайно пройдете какое-то посвящение. И здесь вольтирование. На что это откроет вам глаза? Это разблокирует ваши энергетические узлы. То есть этот обряд даст вам возможности оперировать своей энергией и своими возможностями, которые были ограничены. То есть вы разблокируете себе точку доступа. Вот так вот. Варианты могут быть разные, но точка доступа – это открытие возможности использовать энергии на всех уровнях, особенно на сердечной чакре. Ну, здесь больше к сердечной чакре относится эта карта, но особенно в отношениях. То есть точка доступа, или, как это на английском, access point, да, будет у вас разблокирован. Возможно, вас разблокирует какой-то партнер, и это будет вам казаться мистическим, магическим. Возможно, вы воспользуетесь каким-то своим любимым способом, который имеет отношение к миру магии, мистики, волшебства и инициативных таинств. Ну, вот такой вот какой-то месседж идет сегодня, такой немножко мистический. Есть флер, хотя не обязательно мистику сюда, да, приплетать, да, а можно ее и на социально-бытовые аспекты переносить. Следующее. Вот. Лесные жены, да, или вдовы, да. Но это у вас открывается тайна на приспособление, то есть тайна привыкания, тайна принятия, тайна слияния, тайна привыкания. То есть у вас откроется тайна, правда точнее, ну или тайна, да, откроет правду, или правда откроет тайну, да, вот так интересно тоже получается. И вы, знаете, вы будете четко понимать, что либо вы к кому-то приспосабливаетесь, либо привыкаете, либо без кого-то больше не можете. Вот эта тайна открывается. То есть у вас будет ясное осознание, вам откроется тайна, и это тайна о том, что вы привыкли, слились, да, как руна Геба соединяет с кем-то. И без этого кого-то или без этого чего-то вы уже не можете. То есть это осознание того, что у вас есть привычка, зависимость, созависимость, или вы стали частью чего-то единого целого. Вот так. Но это будет для вас как подарок. Не обязательно это будет что-то негативное. То есть здесь вы будете четко понимать, овны, вы будете четко понимать, что вы стали частью единого целого, вы без этого не сможете. И, возможно, это единое целое примет вас как составную часть себя. В принципе, расклад позитивный. Это больше на объединение чего-то, на укрепление связей и на принятие партнеров,
партнерство и принятие себя в комфорте в каком-то процессе. И, возможно, вы сейчас этого еще не осознаете, но уже становитесь или стали частью этого единого целого. И в ближайшем времени просто это будет как сюрприз для вас некий, да, как подарок, но вы и так к этому будете готовыми, поэтому особо подарком для вас это не станет, но это может быть или награда, или просто как заслуженное что-то для вас. Поэтому тайна принятия и адаптации к чему-то хорошему. А может быть, это еще и избавление от чего-то вредного и какой-то вредной привычки. Это тоже может быть обратный процесс, как обратный процесс. Следующий месседж. Какая тайна откроет вам глаза? Для львов. Львы. Давайте посмотрим, с чем связано. А какие-то неограниченные способности у вас или возможности. То есть тайна, как что-то сделать невероятное, что-то сделать невозможное, да, вот так вот. И это какая-то сверхсила, тайная сверхсила. Возможно, эта тайная сверхсила вам и откроет глаза. А у вас откроется тайна на то, как стать лидером, лучшим, непобедимым, неповторимым, великолепным. И это, знаете, как будто бы тайна, как обуздать свои инстинкты и превратить свои инстинкты в сверхсилу. Вот такое идет. И это связано с богатством. Вам откроется тайна на ваш ресурс, на вашу сверхсилу, которая превратит вас в сверхуспешного человека, но особенно мужчинам, этот расклад здесь, вы станете сверхуспешным благодаря инстинктам, которые вы обуздаете или возьмете под контроль. Вот так вот. Это может быть и контролируемая часть вашего темного. И если вы ее возьмете под контроль, например, привычка накапливать деньги и привычка пускать эти деньги в правильном направлении, возможно, сделает вас богатым, как вариант. Хорошо, следующее. Рыбки. Рыбки, приготовьтесь, но особенно для водных знаков тоже. Вам откроются глаза или правда на приготовление вашего тела, души и духа к очищению от чего-то. То есть вам нужно избавляться, наоборот, да. Избавляться от лишних вещей, от токсичных отношений, от того, что вам не подходит. То есть детоксикация должна быть, очищение. И это даст вам возможность обрести силу, сконцентрировать свое внимание и направить свою энергию на достижение цели. И правда, она в том, что вашей энергии просто не хватает из-за того, что есть что-то лишнее, что блокирует ваше движение к цели. И с одной стороны, это сводит вас с ума. Возможно, та правда, которая вам откроется, она вам просто скажет, что вы безумно теряете энергию на концентрации чего-то, что не приносит вам пользы. Возможно, откроется правда и глаза на правду, что, возможно, это не ваша цель. И безумие – это часто происходит из-за того, что разум так сильно концентрируется на чем-то, да, что появляется вот как будто бы пелена, у вас спадут шоры, как будто бы, да, вы будете видеть ясно, что сила концентрации или концентрация вашей силы на каком-то предмете не имеет для вас уже значения. То есть что-то потеряет некую ценность, и это даст вам свободу. И это даст вам свободу. Или освободит вас от потери энергии, придаст вам силу и даст возможность сконцентрироваться на чем-то другом.
Вот такая вот правда и такие инсайты, да, или такие прозрения, можно сказать, которые граничат где-то с безумием. Вот так вот. Следующий расклад, месседж для скорпионов. Правда связана с переходом, с трансформацией и с переходами из одной реальности в другую. Правда связана со спасением, может быть, с помощью кому-то или от кого-то. И правда связана с поддержкой какой-то, да, вот поддержкой высших сил особенно. Это связано с вашим родом, с вашим наследием, наследниками, с наследством и со здоровьем. У вас есть какая-то стабильная связь. И правда связана со стабилизацией этой связи. И это разблокирует вам возможности. То есть вам откроется правда, как разблокировать то, что долго вас удерживает и не дает пройти вперед, не дает трансформации в связи с вашими родственными связями, здоровьем, богатством, успехом и, возможно, отношениями. Правда откроет вам глаза, как разблокировать то, что вас связывает в процессе трансформации и в процессе перехода с одного уровня на другой. Какая именно правда? Правда разблокировки. То есть вы откроете двери наоборот, и это поможет вам решить вопросы как минимум с родственниками, здоровьем и материальным миром. Но также это может быть и финансовый поток ваш. Вот так вот. Следующее послание и правды касаются близнецов. Близнецы. Вы действительно увидите что-то. Вы как бы будете выше чего-то и видеть это. То есть ясно видеть будете. Ясно видеть, ясно понимать, но вы будете выше этой ситуации. Ну, возможно, например, вы не войдете в ту ситуацию, в которую вам не нужно входить. То есть не войдете в чужие двери, не в свои двери. Это раз. Но вы будете видеть, знаете, как дьявол кроется в детали, и вы сможете рассмотреть какие-то мелочи. То есть правда будет в мелочах больше. И над этими мелочами будете вы. Вы знаете, будете как наблюдатель, да? И вы видеть будете чувства свои и чувства другого человека. Вы будете ясно видеть чувства. И это поможет вам решить вопросы с вашей семьей, с вашими родственниками, с детьми. И воспарив, как бы, да, или посмотрев на эти чувства свыше, со стороны, вы сможете наладить связи внутри семьи с близким человеком, с детьми и с родителями. Правда на чувства, правда о чувствах, правда семейных связей поможет вам исцелить свою душу, душу близкого вам человека и укрепить семейно-родовые связи и скорректировать семейно-родовые программы. Такой вот месседж интересный. Так, дальше у нас идут тельцы. Тельцы. О, вам какая-то мудрость идет, открывается. И эта мудрость, она открывается для материального вашего мира и для вашей точки отсчета, для вашего фундамента бытия. И божественная матрица или матрица абсолюта может быть связана с обретением новых ценностей взамен материальных ценностей или укрепление одних ценностей за счет других ценностей. Но эта мудрость, вам открывается именно правда мудрости. Возможно, просто у тельцов пришло время. Знаете, вот на каждую мудрость должно прийти свое время, да? Эта мудрость действительно будет вам как озарение. И
благодаря этому озарению вы сможете опять-таки концентрировать свое внимание и энергии на том, что действительно имеет для вас значение. А для вас действительно имеет значение сближение с человеком, с выходом на связь с человеком, с общением с человеком, с нахождением своей половинки, своего счастья, своей любви между полами, да, между мужчиной и женщиной. Ну, а вы уже будете решать, кто вам ближе. Поэтому вам откроется божественная мудрость, возможно, с помощью гриба, возможно, с помощью свечи, возможно, с помощью концентрации ваших энергий и потоков ваших энергий именно на отношениях. И в процессе этой концентрации, в процессе отношений вы будете обретать все большую мудрость. Ну а почему бы и нет, как минимум материализация вашего партнера благодаря вашей мудрости и озарению вашему будет более реальной. И у меня такое ощущение, здесь вот такой месседж из потока идет. Руна Кана вам в помощь. И очень скоро настанет момент, когда вы осознаете, что вы не можете быть в розе или не можете находиться в одиночестве. Ну, такой вот момент. Хорошо, дальше. Следующий момент. Следующий момент у нас Козероги. Да, правда для Козерогов, ну или правда от Козерога. Здесь, знаете, произойдет какая-то правда о... Как будто бы вы были отвержены, и вы это не можете принять. Как будто бы вас кто-то оттолкнул, а вы все не можете это принять. Правда об отторжении идет вам. И она не дает вам спать, она не дает вам покоя. Она, знаете, как будто бы эта правда пропитывает всего вас, как будто бы вас оттолкнули. И вы не знаете, куда себя деть, применить себя, да, то есть из-за этой правды, из-за того, что вас кто-то не принимает, или вы не принимаете себя из-за этого, да, то есть вас оттолкнули изначально, а потом пошел процесс непринятия всего вокруг и себя самого. И это для вас теперь драма. Вам откроется правда, как принять себя и принять себя в том положении, когда вас оттолкнули, и после этого ваша жизнь превратилась в настоящую драму. Эта правда вам пойдет от мудрого человека, который, может быть, похож на птицу, похож на сову, либо ясно видит, ясно понимает, мудро мыслит. И это пойдет вам от человека мудрого. Это не обязательно связано с миром магии, мистики, эзотерики. Это может быть обычный человек, либо специалист из области психологии. Вам пойдет правда принятия того, что вы долго отталкиваете от себя, и из-за этого имеете драму с материальным миром, который не можете принять вы, и он, соответственно, не принимает вас. Ну и, соответственно, если вы этот вопрос как бы проработаете, то принятие мира превратит ваш сюжет жизни не в драматичный, а в более гармоничный и счастливый, ну и даст вам возможность интуитивно видеть ваши последующие шаги в будущем, как вам вести себя в новой своей реальности, где вы принимаете реальность, реальность принимает вас, а на основе принятия вы уже выстраиваете более счастливые сценарии вашего будущего. То есть в будущем мир примет вас, вы примете мир, и вы будете выстраивать свои сценарии будущего благодаря, возможно, проводнику, который будет похож на сову, либо обладать качествами совы. В том числе этими же самыми качествами, может быть, будете обладать и вы в какой-то степени, в большей или меньшей. Следующая правда для стрельцов. Открываем глазки на защиту и защиту своего будущего. Ну, знаете, то есть нужно сказать себе правду или открыть правду на том, что вы, возможно, не думаете о будущем и живете одним днем. Так тоже можно, естественно, но не в этом случае. Вам нужно хорошо подумать, как вы можете защитить свое будущее. Что для вас является будущим, определяйте сами, но это касается как бы защиты
ваших энергетических потоков, ваших границ. И смотрите, здесь границы, охрана и защита. И здесь защита и защита будущего. Вам откроется правда о том, как вы защищали себя, свои границы, как вы думали о будущем, как вы это делаете сейчас и что будет в ближайшем будущем. То есть, по сути, вам откроются глаза на том, как вы думали о будущем. И, знаете, есть такая басня у Крылова: «Прыгунья стрекоза лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима сквозит глаза». Так вот, не думая о будущем, вы рискуете вот с этой картой. А эта карта, она о сплетнях. Ну и смотрите, сплетники, они обычно словом нарушают ваши границы. Поэтому, как минимум, вам откроются глаза на правду о том, что те люди, которые вас обсуждали, ну, как минимум, вам очень сильно насолили. И вы еще пока можете это как-то, ну, предупредить. Но если вы это не предупредите, то ваша защита и, может быть, даже ваша охрана или ваша целостность может пострадать каким-то образом. Ну, если убрать контекст обсуждения вас, возможно, нарушая чужие границы, вы рискуете очень сильно пострадать. Такой месседж. И это нужно просто учесть на пути к своим целям. Стрельцы они такие, да. Но весь месседж идет о границах и защите границ, как энергетических, психологических, так и материальных. Следующий месседж для дев. Девы, вы занимаетесь поиском какого-то очень глубокого вопроса. Возможно, вы ныряете в какие-то такие глубины, в такие дебри. Возможно, вы занимаетесь каким-то екзистенціональним вопросом, да? Екзистенційним, мені простіше так казати. Existential вопрос, да, question. Так вот, вы ныряете в какой-то вопрос, может быть, в глубинную психологию. То есть, вам откроются глаза на что-то очень глубокое. Может, это глубокий материальный вопрос, а может быть, даже больше глубокий душевный, да, или духовный вопрос. Может быть, допустим, о смыслах вашей жизни. Или что-то скрытое очень глубоко. И это связано с отказом от чего-то, с проигрышем и какой-то очень серьезной трансформацией. Вы глубоко изучаете вопрос какой-то, благодаря которому вы что-то сможете разрушить и так сильно изменить, что вам нужно будет еще и руководство или подсказки, как из этого состояния выйти. Может быть, вы пребываете в какой-то очень глубоком каком-то состоянии, ну, похожее, например, на депрессивное, или похожее на переживание чего-то, что не можете пока принять, не понимаете, как принять, и вам нужна подсказка. Так вот, эта подсказка вам идет. А подсказка вам идет по поводу партнерства, по поводу зависти и ревности. Как сделать так, чтобы вас не душила зависть по поводу кого-то. И так, чтобы тот, кто вам завидует или ревнует вас, больше не давил вас, как бы не душил своей завистью, своей ревностью. Поэтому, как минимум, вас очень сильно кто-то ревнует, или вы кого-то ревнуете, ревность, или завидует вам кто-то, или вы кому-то завидуете. И это мешает вам поменять вам вашу жизнь и увидеть больше, дышать глубже. Ну и вы знаете, что да, когда мы сильно глубоко ныряем, нам нужен кислород, а кислорода у вас не хватает. Поэтому правда о том, что вы задыхаетесь из-за того, что так сильно подвержены глубине ревности, зависти и несвободы, очень скоро заставит вас всплывать. Но вот вопрос, девы, будет ли у вас в руках та жемчужина, за которой вы так ревностно или завистливо ныряете? Ну, вот такой месседж. Ну и давайте последний.
Сегодня раком, да, или крабом, как больше вам нравится. Вы раки или крабы, напишите, пожалуйста. Ну и давайте посмотрим. Вот здесь прямо бенефактор или прелесть и наслаждение, да, такое. Или красота и наслаждение, или нега и наслаждение. Ну вот, в общем, наслаждение. Правда о вашем наслаждении, о вашей роскоши, о вашем партнерстве, о близком человеке, о радости в жизни. Ну и кайфовать на мухоморе не каждый сможет, потому что не каждый сможет мухомор в себя внедрить. Ну, как бы, а зачем, да? Когда можно кайфовать и не всегда с мухоморами. Ну, давайте посмотрим. Ну, как минимум, есть некий покровитель. Правда, о покровителе, может быть, или о человеке, который уделяет вам очень много внимания и тратит на вас свою энергию, свои силы, может быть, даже свои деньги или что-то очень ценное. Так... У вас возникнет конфликт, трудности, препятствия с этим человеком. Возможно, словесный конфликт, может быть, ссора с этим человеком. Поэтому осторожней, ссорьтесь. Снизу красная карта, которая предупреждает о чем-то. Сейчас будем смотреть о чем. Поэтому вам откроется правда, как минимум, о проблемах с человеком, который вам очень дорог и который вам сделал много хорошего или причинил вам много добра, в хорошем смысле слова, или причинил вам много любви, в хорошем смысле, да, причинять любовь или причинять добро. Ну, или, может быть, активно дружил с вами, а потом начал дружить против вас, да. Ну, и тут у вас откроется правда и истинная причина ваших проблем в близости. Ну, и это, в принципе, очень хороший месседж о том, чтобы как минимум в вашу жизнь идет ситуация раки, где между вами и близким, по-настоящему близким вам человеком, мужчиной или женщиной, будет снят барьер. Возможно, это барьер недопонимания в близости, а возможно, это барьер, который вызван иглами, ножами извне, ну и как минимум причины вашей разлуки в близости, конфликта в близости по причине вашего недопонимания межличностного или из-за того, что на вас кто-то магичил, будет решаться. То есть начнется процесс снятия этой проблемы, и рано или поздно либо вы договоритесь и поймете своего близкого человека, либо причина, которая являлась острым клинком или иглой, или занозой в ваших отношениях, будет обязательно извлечена из души и сердца ваших душ и ваших отношениях, которые так долго вы стремились наладить. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і почуємось. Па-па.